Raccoons Road. Уже за эти дни миниски с одной коленки вылетают, как пружины из старого дивана. В общем так, друзья. Стой. Проходи дальше. Если уж и начинать с чего-то этот фильм, то, пожалуй, стоит начать сначала, со свадьбы. Мы только что поженились. Я мог бы отвезти невесту по путевке в Турцию. В отель все включено, где мы могли бы спокойно отравиться икрой, устрицами и халявным шампанским. И, вернувшись домой, как и все, рассказывать, как было незабываемо в баре и бассейне отеля. Но вместо этого я решил ей устроить медовый месяц в своей стихии. Мы собрали моей жене экипировку и полетели в Болгарию. После краткого знакомства с Софией и дегустации балканской кухни, наш путь лежал на самую высокую точку Балканских гор. Я вез свою не имеющую опыта и неподготовленную жену в первый в ее жизни поход. Туда, где тропы теряются в облаках, где вместо Wi-Fi ветер, а вместо рум-сервис следы медведя на тропе. Где волки воют не от голода, а от разочарования в погоде, а ядовитые змеи прячутся под камнями, напоминая, что здесь ты гость, и природа диктует правила. Что могло пойти не так? В общем, поднялись на тот перекресток, перекресток 7 дорог, на котором были вчера. И
Поднимаемся теперь вверх, вернулись на тропу. И уже за эти дни миниски с одной коленки вылетают, как пружины из старого дивана. Намазался мазью, забинтовал эластичным бинтом. Мария держится стойко. Вообще нареканий нету, просто умничка. Идет впереди, ведет меня по маршруту. Что продолжаем идти. Да, поднялись, не знаю, насколько это. Но вот там внизу, возле озера, была хижина, ну, приют, где мы ночевали. И вот настолько мы уже поднялись. Подъем изнурительный. Ну, не опасный, но реально изнурительный. Все время вверх, вверх, вверх. И такой достаточно большой градус уклона. Ну, то получается у нас километр, полчаса, километр полчаса, пока был. Как будет дальше, неизвестно. И нам сейчас надо подняться на пик. Не помню, как называется пик. Потом спуститься до седла. Потом подняться еще на один пик. Потом опять спуститься до седла. И только потом, насколько я помню карту, будет только сам подъем на Мусалу. Там надо будет все время по 200 метров сбрасывать и по 200 метров там с лишним набирать высоты. А последний набор будет больше. Сейчас мне показывает высота 2483. Ну вот 2483, то есть до Мусала еще по идее 500. Но мы сейчас поднимемся на 2700 или на сколько-то там и сбросим до 2500 опять в седле. Ну как-то так. Поднялись еще чуть-чуть. 2583 Уже 2 часа с лишним идем. И нам вон туда, где два парня с волком идут. Но они идут не на Мусалу, а на другую какую-то точку. И да, подъем, конечно, насквозь вообще оба. И ну, тяжко. Пацаны налегке идут. Ну не совсем налегке. Да, но, в общем, не знаю. Ну, как есть. Не с такими, конечно, это планировалось. Надо планировать не с такими баулами. Но по большей части люди идут этот маршрут. С хижины поднимаются и спускаются налегке. Или этот маршрут в основном прокладывают. Вот весь, которым мы идем, его прокладывают с севера. То есть поднимаются на Мусалу на подъемник, и потом все время, из-за ландшафта он получается легче, потому что у тебя по большей части спуск идет. Но это было бы неинтересно, потому что увидеть сначала все самое красивое, а потом уже не захочется никуда идти. Вот. Но отдыхаем, пьем и двигаемся. Очень красиво, но сложно. Пока идем, с пятачком, да. Но очень красиво. Виды открываются просто шикарные. Сколько мы, Мария, прошли? Там пикало? Что-то давно не пикало. 9 показывает. Что 9? Общий спуск. Общий подъем 488 метров. Да.
2644 высота. Хорошо, а километраж? А я не знаю, где там потерялся. А, ну ладно. Ну 9 же не может быть? Нет, всего 7,5 было. Ну что-то он не пиликает больше. Ну ладно. Такие прикольные местечки. Спасибо твоей маме за то, что я воспитала. Пожалуйста. Чуть-чуть спустились. Спустились оттуда. И нам вот так сбоку, и там уже будет, наверное, еще, наверное, будет спуск, а потом подъем на саму Мусалу. Но порой щекочет нервы, но как бы это того стоит. Да. Курумы, которые любит Мария. Опять все шатается. Так и я тобой восхищаюсь. Ну, ты мной восхищаешься. Пожалуйста. Сделали привал. Сделали привал. Ну, Мария, что вы скажете про маршрут? Хочу белого хлебушка с колбаской. Да, мы, короче, вчера что-то так думали. И, в общем, мы спустимся, доберемся до супермаркета и купим себе хлеба и копченой колбасы. Сегодня с утра одна девчонка бросила собаке такой здоровый кусок копченой колбасы. Ну, салями какого-то. Я готов был отобрать у собаки его. Ну, это было бы. Причем у двоих одновременно такие мысли возникли. Да. Потому что Сублимата это вообще такая фирма, что ну, не советую. А кашу мы уже всю съели. У нас остались, по-моему, роллтоны, да, там? Лапша быстрого приготовления. Да, лапша быстрого приготовления. Не роллтоны. Не роллтоны, Мы там не какая-то. питаемся роллтонами. Не-не, мы не рекламируем. Нам пока за это не платили.
Прилично едим. Да. Паста у нас осталась еще с куриным вкусом. И кускус у нас остался, который я есть даже не буду, я его на рыбалку себе возьму. Или может, ну вот когда на каяке поплыву. Да и то. У меня чили кон карне уже с прошлого года лежит. Может, рыбу можно прикормить. Там рыбу... Ну да, ее просто ловить не надо будет, она сдохнет, наверное, сразу вся. В общем так, друзья. Очень круто. Стой. Проходи дальше. Сделали небольшой привал в седле. Вот отсюда спустились. И, ну, подъем, конечно. Там будет дикий. Вообще без передышек получается. Он все время такой. Ну, я понимаю, что это будет последний наш подъем. И уже вершина. Потому что, ну, все время ты поднимаешься на какую-то вершину, уже видишь Мусалу. Нет, надо опять спускаться, 200 метров сбрасывать. Опять до седла и опять, ну, в общем, ну, очень изнурительный путь. Да. И по пути на вершине видели такое явление, когда вроде ветра нету, но один поток ветра с пылью там и со всякой там, с камешками маленькими летит, и вот кругом как смерч, только чуть-чуть по-другому выглядит. И вот он, ну так, страшноватенько, конечно, было, он так пронесся. Кусты зашевелились и пошел вниз дальше. Ну такой сильный порыв. И главное, в одном месте только вот он. И его прям видно было, можно было путь проследить дальше, как он уходит. Ну и тут вот ветер, конечно, сумасшедший опять. Сбивает наверху, вот сбивал с ног. У Марии кепка улетела, я ее поймал там. Мой бог Мусалы. Сусалы. Ну как ты себя чувствуешь? Огонь? Вообще бодрячком.
Держи за стелу. Нет, сложнее. Ну давай, рядом иди. Мы сделали это. Ура! Вершина Мусала. 2925 метров над уровнем моря. Это было круто. Ну и тяжело. Ну и не просто, конечно. Ну что скажешь, Мария? Как тебе наш свадебный этот медовый месяц? Это было и сложно. И физически, и эмоционально, и морально. Но круто. Виды, конечно. Внизу озеро и какая-то хижа, но я помню, что в ней только можно кофе взять, больше ничего. А нам надо искать ту, в которой можно переночевать, потому что подъемник будет работать завтра. И вот. Пока вот хожу, фотографирую. Мария подкрепляет силы, кушает. Но очень красиво. Я счастлив, конечно. И это не передать эмоций. Ну, по моим глазам, наверное, видно. Но это было великолепно. Камни скользкие эти, которые блестят. Ну вот там держаться за тросами. Угу. Крепче за баранку держись, шофер. Ну вот про эти камни, помнишь, когда мы шли еще там, ты говорил, что мы пойдем по ним, по скалам. Мария. Иди чуть-чуть боком и палку втыкай одну. Отличный кадр, Мария.
Все хорошо. Воздушек вышел. Маме тоже будет страшно. Ладно, маме. Мама привыкла. А вот твоим... А? Ну это да. Я же еще там наговорю. Нет, ну говоришь, это прилично. Че так? А я разве в том фильме наговорил неприличного? Нет, ну не говори, что я ныла. Не, не буду говорить. Хотя можешь говорить, что я плакала. Злишься? Не. Как обычно, дорога к хижинам или базам всегда тяжелая. Это я по всем предыдущим знаю. И вот мы оттуда спустились, и конца края не видно. Курумы, подъем, спуск, подъем, спуск, подъем, спуск. Тут идти-то, не знаю, километра 2. Ну, затянулось это что-то уже. Ну ладно, хотя бы уже все практически. И вот отсюда видно вершину Мусалы, и в 2 местах, в 3 еще снег лежит. Конец июля. Ледяная вода? Да. Немножко правее иди, мне кажется, там камней меньше. Ты не поранься там, Я Саш. пытаюсь. Аккуратно. Да. Experience. Ладно, я там нарежу самых лучших кадров. Отсюда еще вылезти. Ну что, закончили мы маршрут. Решил я записать обращение. И Мария уже выбилась из сил. Уже просто лежит. Мы сейчас находимся в хиже Мусала. Очень приятное место, очень приятная атмосфера и очень добрый и отзывчивый хозяин, как бы, и у меня не осталось налички, и он помог, перевели деньги
Здесь уже был интернет, перевели деньги ему на телефон. И все хорошо. И очень по-доброму все. И очень вкусно. Был прекрасный ужин. И какой-то местный, я не знаю, сыр. Сыр в гренках жареный. Ну, классно. Мне понравилось, с салатом. И Мария брала фасолевый суп. Вот, решили заварить чайку на ночь. Завтра будем спускаться на подъемнике. До подъемника 4 километра. В принципе, по плоскости, что радует. Подъемы и спуски уже чуть-чуть тяжеловато. И все, и на подъемнике спускаемся в Боровец. Да. Что еще сказать? По поводу маршрута, ну, для меня это было, конечно, эмоционально тяжелый маршрут. Потому что, ну, один я все время был один и один. Я как бы доверял свою судьбу во власти Бога, удачи не знаю. Но здесь мне приходилось переживать за двоих, и моментами, ну, было, ну, чисто эмоционально тяжело. Но все круто, и маршрут, конечно, великолепный. Советую всем его пройти сердечникам, радикулитчикам, у кого еще какие проблемы, курильщикам заядлым. Вам понравится. Только так вы можете испытать весь кайф, конечно, этого. Ну, да, и за моей спиной вершина Балкан. Как-то так. Не знаю, может быть, добавлю что-то завтра еще. Сегодня уже не знаю, что сказать. Покинули хижу Мусала. Большое спасибо владельцу. Не знаю, владелец это или нет. В общем, Христо. Большое спасибо. Когда я сказал, что нет наличных, я могу перевести. Он говорит, да, можно перевести. Мы ему перевели, и он сказал, ну не парьтесь, если даже деньги не придут, ну ничего, оставайтесь все равно. То есть, ну, вообще очень хорошая атмосфера. Но сегодня работает подъемник, вот на который нам идти наверху. И сегодня с подъемника пришло очень много народу. Поэтому мы позавтракали, выдвинулись в путь и заканчиваем маршрут уже на подъемнике и спускаемся в гостиницу. Переночевали на большой-большой кровати. Наверное, сколько, 10? 8 спальных мест. 8 спальных мест, одна большая, просто даже не кровать, не мягкая. Просто пандус такой деревянный, и на нем настелены тонкие матрасы. И... ну, мы вдвоем были, то есть нормально. И вот все, идем. Ваш проводник лоханулся с маршрутом. Нам надо было от хижины подниматься вверх, и мы спустились по маркерам вниз. А маркера ведут в Боровец, а до Боровца 15 километров. Поэтому, чтобы нам подняться на подъемник, вон туда, на гору, нам надо идти в гору опять. А так надо было идти по плоскости, но я что-то не видел там вообще тропы. А это подъемник для зимнего, для лыж, и он не работает. В общем, ладно. Енот шагает, убитый уже. Енотик молодец. Смелый, выносливый. Ага, красивый. Красивый, умный, добрый. Скромный, самое главное. От скромности, вы знаете, он не пропадет.
такой не слышал. Неделю. 2550 метров высота. И в принципе вот финал нашего маршрута. Там уже подъемник. И вот там Мусала. Опять поднялись на бешено. Я не знаю, сколько мы сделали подъем сейчас. Подъем опять такой изнурительный, но фу, ну все, вниз. Сейчас отдыхаем, пьем и вниз. Все, спускаемся на подъемнике. Попасть на подъемник был тоже квест, потому что там турникет и билет туда-обратно. А у нас-то нет билета сверху. Мы же пришли уже 80 километров практически назад, ну, с другого места. И ну ладно, нас спустили, там надо будет сейчас внизу за него заплатить. Ну что ты, Мария, скажешь про наш медовый месяц? Очень круто. Где Мария? А что, я не вижу за своим рюкзаком. Я тут. Очень круто? Очень круто, море впечатлений, эмоций, усталости. Вот Но приятная усталость. Это хорошо. Вот представьте, где бы Мария еще могла провести такой медовый месяц, попасть под грозу, под град, под дождь, на хребте, ночевать в монастыре, ночевать на солдатских койках двухъярусных на втором этаже. Мыться в ледяной воде. Мыться в ледяной воде. Воровать коров. Воровать коров, да. Ну коровы, извините, там мы не специально. Что, Мария, мы еще пережили? Подъемы, конечно же. Превозмогание, боль, усталость и все остальное. Но это было круто, на самом деле. Да, это незабываемо. Это самое тяжелое и самое прикольное, наверное, что я делала в свою жизнь. The storm is a coming.
Ну вот и закончен наш медовый поход, и закончен сериал. Спасибо всем тем, кто подписывался, кто поддерживал нас, кто верил в нас. Спасибо всем тем, кто досмотрел сериал до конца. Спасибо тем, кто подписался в процессе выхода серий. Пару слов о самом маршруте. Планируя маршрут, я связался с болгарским горным гидом и попросил его прислать мне карту в бумажном формате горного массива. Спросив у меня о точках входа и выхода с маршрута, он мне прислал карту с проложенным маршрутом от пика Мусала до хижи Пионерска, где мы начинали маршрут. Маршрут предполагал ночевки в хижинах, поэтому палатку он мне сказал оставить дома. Из-за особенностей рельефа этот маршрут был бы легче, так как мы по большей части спускались бы. Но тогда мы поднялись бы на пик Мусалы на подъемнике, и не было бы всего этого подъема к вершине. И пойти на то, чтобы оставить палатку дома, я тоже не мог. Я хотел настоящего похода и хотел поделиться этим с Марией. Хоть и отсутствие палатки облегчило бы мой рюкзак на 3 килограмма. Поэтому я перепроложил маршрут снизу вверх и сделал ответвление, чтобы попасть в монастырь. Всем этим я сильно осложнил маршрут. Сход с маршрута и возвращение на него после монастыря стоило нам смены высот в сумме около 5000 метров за 3 дня. Но это того стоило. Как я уже говорил, этот поход был для меня тяжелым в психологическом плане. Во всех моих походах я был либо один, либо с людьми с опытом, и переживать приходилось только за себя. А в этот раз мне приходилось переживать за Марию. Я не знал, как она это все выдержит. В один момент по пути к монастырю, когда мы попали в бурю с градом, у нее началась истерика. И помимо пушечных раскатов грома, эти горы сотрясались от ядреного мата Марии. В этот момент я подумал, что переоценил наши силы. Я не мог представить, что я скажу ее родным, если что-то случится. Я понимал, что нас нужно как можно быстрее вытащить из зоны попадания молнии, но Мария уже просто не могла идти. Это был страшный момент, действительно. И момент, когда мы ночевали на склоне после угона скота. Подчеркну, случайного. Этот фонарь приближался к палатке, я слышал голоса, и я понимал, что нет ни души на много километров вокруг, и представлял, как наша палатка разлетается в клочья от патрона 12-го калибра, выпущенного из дробовика какого-нибудь пастуха. А я сидел возле палатки и ждал приближения фонаря с ножичком Опинель, которым только грибы резать, потому что в Декатлоне не было других ножей. В общем, поход был стрессовый для меня, и на мне лежала двойная ответственность. А ответственность — это то, что мы так не любим на себя брать. Один момент, который я не могу не упомянуть в послесловии, это, конечно же, сублиматы. Никому не рекомендую, и этот продукт только на случай зомби-апокалипсиса. Ну а теперь я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог нам в этом путешествии. Это не реклама, меня не просили об этом говорить, но не упомянуть людей, которые нам помогли, я просто не мог. В первую очередь спасибо команде Bullguides за отличную работу с клиентами и лично Любину Гранчарову за профессионализм и дружескую солидарность. Спасибо автоперевозчику Травентурия за дружелюбный и опытный персонал и за наилучший сервис. Выражаем благодарность управляющему хижины 7 озер и женщине-помощнице за гостеприимство, помощь и баллон с газом. Также хотим поблагодарить управляющих приюта Гранчар за понимание, радушный прием и пристанище. Большое спасибо управляющему хижины Мусала Христо Атанасову Пеневу за доброту, помощь и вкуснейшую еду за время всего похода. Спасибо группе туристов, которых мы встретили на пике Мусала, и лично бородатому парню с бафом на голове. Если ты это смотришь, благодарчик, ты сам знаешь за что. Но сирц он на районе, как говорится. Ну и безмерную благодарность хотелось бы выразить служителям и монахам Рильского монастыря. И лично служителю или монаху, который впустил нас на ночлег. Простите, я не знаю вашего сана и имени, но спасибо вам за доброе сердце и приют. Ну и самое большое спасибо я хотел бы сказать самке енота. Мария, без тебя этот сериал был бы пресным.
Спасибо за стойкость и мужество, с которым ты это все вынесла. Я тобой горжусь. Ну и, естественно, спасибо всем тем, кто сериал смотрит, комментирует. Спасибо подписчикам. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. Комментируйте, задавайте вопросы. Я отвечаю на все комментарии. Ваши комментарии и репосты помогают видео распространяться, а мне идти дальше. До встречи на канале или на тропе.